Всем привет! В данном видео мы рассмотрим действия, которые необходимо выполнить, прежде чем начинать писать приложение под Android. Нам нужно в первую очередь установить и настроить окружение разработчика. В данном случае под окружением разработчика будем подразумевать набор программного обеспечения, который нам необходим для комфортной и успешной работы. Итак, в данном видео, а также и во всех последующих, все действия будут выполняться на операционной системе Ubuntu версии 20.04. Но это не означает, что разработка Android-приложений возможна только на Ubuntu. Конечно же, это не так, и с небольшими отличиями те же самые шаги можно выполнить как на Windows, так и на macOS. Итак, наш план состоит из следующих пунктов. Первое– это нам нужно скачать и установить Android Studio. Это интеграционная среда разработки для приложений под Android, которая поддерживается компанией Google и которая разрабатывается на базе платформы IntelliJ. Ну, это так, информация для общего развития. Дальше нам нужно настроить эмулятор. Это виртуальное Android-устройство. Данный шаг необходим, если у вас нет реального Android-смартфона или планшета. И научимся подключать реальное устройство на случай, если у вас такое имеется. На самом деле есть также опциональный нулевой шаг. Это вы можете отдельно скачать и распаковать Android SDK. Это набор инструментов, который, собственно, позволяет вам разрабатывать приложение под Android, но данный шаг сейчас не является обязательным, так как в момент установки Android Studio она сама вам предложит скачать недостающие компоненты. Итак, все, что нам нужно сделать, это зайти в Google, в поиск ввести Android Studio и перейти на сайт developer.android.com. Здесь будет большая зеленая кнопка Download Android Studio, которая, как ни странно, действительно скачивает Android Studio. В принципе, вы можете выбрать также Download Options, посмотреть, какие здесь есть опции и произвести всю установку вручную или по частям. Но мы не будем усложнять себе жизнь, поэтому просто нажмем кнопку «Скачать», внимательно, естественно, прочитаем лицензионное соглашение, соглашаемся и подтверждаем, что мы хотим скачать Android Studio. Сохранить. Linux-версия приходит к вам в обычном архиве, который вы можете распаковать любым удобным для вас способом. Смотрим, что у нас все скачалось, и дальше просто берем и распаковываем Android Studio. Ждем, пока распаковка успешно завершится, и в этом и есть вся установка. Дальше вам нужно всего лишь запустить исполняемый файл и произвести начальную настройку. Давайте это и сделаем. Свернем браузер, чтобы не мешал. Перейдем в каталог Android Studio. Внутри будет каталог bin, и внутри запускаем исполняемый файл. При первом запуске вам предложат импортировать настройки из предыдущих версий. Предполагаем, что мы устанавливаем все в первый раз, поэтому выбираем пункт «Ничего не импортировать» и нажимаем «Ок». Далее, спустя несколько секунд или минут, зависит от вашей системы, появится окно настройщика Android Studio. Оно появляется один раз, то есть эта операция производится единожды. Дальше вы просто запускаете Android Studio. Отказываемся, естественно, от бета-версии, нажимаем кнопку «Далее». Здесь на ваше усмотрение можете выбрать стандартную установку. Я выбираю вручную, нажимаю «Далее». Вот здесь важный момент– это выбор JDK, Java Development Kit, с которым будет работать Android Studio. По умолчанию установщик предлагает JDK, который вы неявно распаковали вместе с Android Studio. Он находится в том же каталоге, что и Android Studio. Вот видите, Android Studio /GRE. Что это значит? Это значит, что у вас в системе может вообще быть не установлена Java. Теперь это почти нормально. Ничего доустанавливать не нужно, все идет бонусом в коробке с Android Studio.
Но важный момент. Если вы в будущем захотите пользоваться инструментами командной строки для сборки Android-приложений, то вам все равно придется настроить переменное окружение так, чтобы они указывали на вот этот вот JDK. Или же установить Java в системе отдельно. Пока что просто оставляем все как есть и нажимаем кнопку «Далее». Выбираем тему, ну пусть будет светлая, например. И здесь указываем путь, куда установить Android SDK и что конкретно нам нужно установить. Можно оставить все как есть. То есть будет скачан и установлен Android SDK, плюс API для Android 11 и AVD, то есть устройство виртуальное, которое можно будет запускать, если в случае, если у вас нет реального устройства. Нажимаем «Далее», проверяем настройки, если хотим. Обычно все нормально. И, собственно, здесь нам могут предложить, что нужно проверить настройки эмулятора. То есть, на самом деле, если вы будете запускать эмулятор, то в настройках BIOS вам нужно включить аппаратную виртуализацию для того, чтобы эмулятор работал хорошо и не тормозил. Ну, это можно сделать и после. То есть перезагружаете систему, заходите в BIOS и там, собственно, производите все настройки. Ну и после того, как мы нажмем кнопку Finish, начнется процесс доустановки всех компонентов, которые еще не были установлены. И после того, как все завершится, вы сможете пользоваться Android Studio. Вуаля, все готово к работе. Теперь мы можем начинать разрабатывать настоящее приложение под операционную систему Android. Нажимаем на кнопку Finish, ждем, пока запустится приглашение от Android Studio. И все, в принципе, установка, настройка готова. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно настроить виртуальное устройство Android и научиться подключать реальное устройство. Давайте для начала создадим виртуальное устройство, проще говоря, эмулятор. Если у вас уже включена аппаратная виртуализация, то можете сразу выбрать меню «Конфигурация», а в нем пункт «Менеджер виртуальных устройств». При первом запуске, естественно, никаких виртуальных устройств не будет, но зато будет кнопка «Создать виртуальное устройство». Поэтому и нажимаем эту кнопку. На первом шаге нужно выбрать категорию устройства, в данном случае пусть будет это телефон, и далее выбрать базовую конфигурацию. Можете выбирать любую, например, выберем 4 пиксель. Жмем кнопку «Далее», и здесь нам нужно выбрать образ системы, который будет установлен на виртуальное устройство. В списке это все реальные образы операционной системы Android, собранные под архитектуру x86. Они весят немало, но ничего не поделаешь, хотя бы один из них скачать нужно. Ну, собственно, поехали. Выбираем, например, последнюю 11-ю версию, нажимаем на ссылку «Скачать», и, естественно, нужно принять условия лицензии. Нажимаем Accept и нажимаем на кнопку Next. После этого у нас начинается, собственно, закачивание аж целого образа, который весит более 1 гигабайта. Ну, ждем, пока этот процесс завершится. Рано или поздно кнопка Finish станет активной, а значит мы сможем продолжить процесс создания эмулятора. Нажимаем Finish, выбираем наш скачанный образ и идем далее. На этом экране мы можем сменить имя виртуального устройства, а также задать дополнительные настройки. Например, стартовая ориентация экрана, по умолчанию портретный режим. Ну и также, если у вас есть свободное место на диске, я, например, рекомендую вам нажать на кнопку дополнительных настроек и увеличить количество дополнительной памяти, которая может быть использована для хранения данных, например, 1024 мегабайта. Помимо этого, здесь можно также задать параметры эмуляции камеры, параметры сети, скорость будет полная, или, допустим, можно этот параметр поменять на случай, если вы хотите протестировать ваше приложение в условиях плохой связи. Вот. А также выбрать опцию «Быстрая загрузка» или «Холодная загрузка». Quick Boot — это, по сути, загрузка виртуального устройства из снимка. То есть, допустим, когда вы закончили работу, закрыли ваш эмулятор, потом
Ушли на какое-то время, вернулись снова к работе, снова запускаете эмулятор, и он запускается точно вот с того момента, где вы завершили работу. То есть если у вас были открыты какие-то приложения, они у вас останутся открытыми. Быстрая загрузка происходит намного быстрее, но, естественно, она занимает больше места на диске, потому что на диске нужно еще и хранить и снимок последнего состояния устройства. Иногда бывают с вот этой вот настройкой проблемы, поэтому если у вас вдруг эмулятор не будет работать, вы можете выбрать Cold Boot и попробовать с ней. Ну вот и все. Нажимаем на кнопку Finish, и в результате в списке мы увидим наш созданный эмулятор. Справа вот здесь есть опции для запуска эмулятора, для редактирования эмулятора и дополнительные команды. Можно там создать копию, например, можно показать на диске, посмотреть детали и можно его удалить. То есть если у вас, допустим, возникли какие-то проблемы, вы нажимаете на настройки и меняете эти настройки. Ну, давайте попробуем запустить созданный эмулятор. Это может занимать какое-то время, естественно, особенно первая загрузка и особенно если вы в настройках выбрали опцию Cold Boot. Ну и теперь вы можете работать с эмулятором как с обычным устройством. Здесь есть браузер, здесь есть сообщения, здесь есть Play Market. Возможно, вам необходимо будет, вот особенно на последних эмуляторах, включить режим разработчика. Ну, это в особенности касается реальных устройств, но как это делается, можно показать и на эмуляторе. То есть нужно зайти в настройки, зайти об устройстве пункт, в данном случае это об эмулируемом устройстве, найти опцию Build Number и нажать на нее быстро примерно 7 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Все, теперь эмулятор говорит, что ура, вы разработчик, поздравляем. И в настройках появится пункт, он должен появиться Advanced Developer Options, вот, настройки разработчика. Когда вы заходите в этот пункт, естественно, настройки теперь должны быть включены, и желательно проверить, включена ли опция USB Debugging. В данном случае она включена, поэтому эмулятор теперь можно спокойно использовать для тестирования ваших приложений. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это научиться работать с реальными устройствами. В принципе, нам эмулятор больше не нужен, можем его выключать, так же, как нам и не нужен менеджер виртуальных устройств. А все, что нам теперь нужно, это реальное устройство и кабель, с помощью которого мы будем это реальное устройство подключать. После того, как вы успешно подсоединили устройство к вашему компьютеру, в данном случае я вам покажу пример на Samsung G5, у вас могут быть, естественно, другие модели, нам нужно произвести начальную настройку. А именно включить режим разработчика точно так же, как я это только что сделал на эмуляторе. Вот здесь уже конкретных шагов прям на все возможные модели устройства, естественно, не будет, потому что фрагментация среди Android-устройств действительно очень большая. У каждого производителя, у каждой модели, у каждой версии операционной системы эти шаги могут немножко отличаться. Главное правило — это вам нужно в настройках найти опцию Build Number. То есть мы идем в настройки, на данном телефоне у меня уже Developer Options включенный, если что, потому что я экран как бы шарю. Но тем не менее, все равно я вам показать это могу. Допустим, в случае Samsung, да, мы находим опцию About Device об устройстве. Здесь находим информацию о софтваре, о системе. И здесь вот есть опция Build Number. Если я нажимаю на нее, если я начинаю на нее нажимать, видите, телефон пишет, что Developer Mode has already been turned on. То есть он уже включен. В случае бы, если бы он не был включен, то вы бы 7 раз нажали на эту опцию, и у вас включился бы режим разработчика. После этого в настройках, опять же таки, появляется пункт Developer Options, в котором вы можете зайти, и если вдруг не включена опция USB дебага, то вы ее включаете. Ну, на этом, собственно, и вся настройка. После этого ваш телефон будет виден Android Studio, будет виден Android SDK, и вы сможете с ним работать, в том числе и отлаживать Android-приложения прямо напрямую на реальном устройстве.
Также стоит отметить, что в какой-то момент времени, скорее это произойдет, когда вы создаете проект Android Studio, и когда Android Studio пытается просканировать устройства, которые подключены к компьютеру, вам нужно пройти начальную авторизацию. В чем она заключается? В том, что в какой-то момент времени на телефоне вам покажут специальный диалог, в котором попросят разрешить дебаг по USB. Вы можете выбрать галочку «Всегда разрешать, всегда доверять этому компьютеру» и нажать кнопочку «Ок». Ну и после этого настройка реального устройства будет завершена. На этом на сегодня все. Таким образом, в данном видео мы рассмотрели, как установить Android Studio, как произвести начальную настройку, как создать и запустить виртуальное устройство Android и как подключить и настроить реальное устройство. Под видео будут также ссылки на полезные материалы, ну а в следующем видео мы рассмотрим уже создание простейшего проекта в Android Studio. Спасибо за внимание, всем пока.